товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Где время замирает, а жизнь превращается в отзвуки прошлого, существует место, где каждый уголок хранит свою милую, как добрая сказка, но трагичную историю. Припять, город-призрак, стал символом не только ужасного несчастья, но и непоколебимой силы человеческого духа, крепкого, как кремень. Среди давящей пустоты брошенных зданий и заросших улиц скрыты тысячи историй, оживающих при взгляде на каждый грязный кирпич, старую куклу, ненароком потерянный носовой платок, расшитый вручную. Здесь, где город перестал быть домом, начинается наше путешествие в прошлое, полное загадок, сильных людских страданий и такой же сильной людской отваги. Готовы ли вы окунуться в атмосферу времени, остановившегося в один миг, который затянулся на вечность? Готовы ли вы проникнуть в сердце Припяти и раскрыть ее тайны, которые остались скрытыми от человеческих глаз? Добро пожаловать в Припять, город, где каждый уголок наполнен завораживающей историей, и каждый шаг открывает новую главу в толстую, увлекательную книгу прошлого. Погрузитесь в этот мир утраченных мечтаний, невероятных судеб. Приятного путешествия, мы начинаем. Была построена в 1970 году. На момент существования в ней насчитывалось 47 500 припятчан. Последняя перепись населения проводилась в ноябре 1985 года, в ходе которой было подсчитано 25 национальностей, проживающих в городе. Жителей с каждым годом становилось больше на 1500, из которых 800 были новорожденными, а остальные 700 приезжими с разных уголков СССР. Параллельно своему прямому назначению города атомщиков, Припять проектировалась и с учетом другой стратегической выгоды – крупный перевалочный пункт, стоящий на перекрестке транспортных артерий. Железнодорожным связующим была станция Янов. С момента начала строительства Припять автоматически стала крупным транспортным узлом. В месяц основания города был продлен судоходный фарватер. С 1976 года его протяженность достигла 591 километра от устья. Строительство Припяти, 9-го атомограда в СССР, было провозглашено всесоюзной стройкой. Схема города достаточно интересна, центр здесь ярко выражен. В нем, так же как и в большинстве городов, располагались административные здания, помимо которых там еще находились ДК «Энергетик», кинотеатр «Прометей», гостиница «Полесье». Улицам города присваивались типичные для эпохи СССР названия: проспект Ленина, улица Дружбы народов и Героев Сталинграда. Но также были и улицы с другими названиями: улицы строителей и энтузиастов, улица Леси Украинки. Не остался без внимания и главный повод основания Припяти – медный атом. Благодаря этому в городе появилась улица Курчатова, в честь выдающегося советского физика и отца первой советской атомной бомбы. Игорь Васильевич Курчатов.
Советский физик, профессор физико-математических наук, основатель Института атомной энергии имени Курчатова, главный научный руководитель атомного проекта в СССР, один из основоположников использования атомной энергии в мирных целях. Припять являлась эталоном архитектурной уникальности и советских архитектурных изысков. Этому способствовало то, что при строительстве города использовалась треугольная застройка, тип, при котором малоэтажные дома комбинируются с многоэтажными. При этом между ними сохраняется пространство. Затем киевские архитекторы внесли свои правки, и проект окончательно утвердили. В отличие от старых городов с тесными улочками и плотной застройкой, Припять, как и другие однотипные города, проектировалась с одной единственной целью – удобство проживания. Принцип застройки был уникальным. Если присмотреться к расположению дорог на фотографиях, то можно заметить, что они расположены равноугольно. С помощью такого расположения городских магистралей город Припять и 10 однотипных ему городов должны были стать городами, в которых появление автомобильных пробок было попросту невозможно. Рекомендацию по такому расположению дорог давал сам Леонид Брежнев. Похожие дома есть и в другом атомограде СССР – Курчатов, Курской области. Всего Припять имела 5 микрорайонов и строящийся 6-й. Имелся квартал общежитий, учебных и общественных зданий, а также больничный комплекс. Особенностью Припяти являлось использование световой рекламы, различных декоративных фресок и панно на зданиях города. Один из образцов располагался на здании городской школы искусств. Это рельефное панно получило название «Музыка». Существовали и другие композиции, например, «Энергия» на стене кинотеатра «Прометей». На центральной улице города расположилось панно «К свету», «Творение» и «Рассвет». Практически все с работами советского художника декоративно-монументального искусства Ивана Семеновича Литовченко, который был удостоен награды заслуженного деятеля искусств УССР. Иван Семенович Литовченко – советский художник, работавший в жанре декоративного и монументального искусства, заслуженный деятель искусства с 1991 года, член СХ УССР. Работы художника находятся во многих частных собраниях. Стоит также сделать акцент на архитектуре Припяти и разнообразной жизни ее горожан. На улице Курчатова, 10, находится знаменитый дворец культуры «Энергетик». Он был отделан белым мрамором снаружи, а внутри до сих пор сохранились обрывки красного вулканического туфа, которым были обклеены стены кинозала. Слова «Дворец культуры» на крыше здания были освещены лампами синего цвета, а название горело красным. Он являлся культурным центром Припяти во время ее существования. Был дом культуры, то есть там были и кружки, туда приезжали с концертами актеры киевские и со всего Советского Союза. В «Энергетике» собирались клубы по интересам, проводили матчи, показывали спектакли и давали отчетные концерты детские творческие коллективы. Выступали приезжие местные артисты. Одной из таких стала группа «Пульсар». По вечерам в фойе проходили танцы для всех желающих, на которых чаще всего присутствовала припятская молодежь. В ДК есть бассейн, который располагался на первом этаже. Также существовал концертный зал и библиотека. Значительную часть здания занимал спортивный зал. Здесь проходили матчи по футболу и теннису, а также тренировки по выходным. «Энергетик» – единственный на постсоветском пространстве ДК, построенный по такому проекту. Схожесть с ним имеет ДК в Архангельске, Ломоносовский, но Припятский дворец культуры заметно от него отличается. Гостиница «Полесье», та, что справа от «Энергетика», расположилась по адресу Курчатова, 8. В гостинице было 62 номера, в которых могли разместиться 108 человек. На крыше гостиницы летом размещалось кафе с видами на город. После аварии на Чернобыльской АЭС Полесье стало координационным центром. В ней проживали ликвидаторы, со смотровой площадки наблюдали за ликвидацией последствий и корректировали движение вертолетов. За зданием гостиницы и ДК находится парк аттракционов. Парк состоит из автодрома, качелей лодочек, колеса обозрения, каруселей и тира. Колесо обозрения так и не было запущено. В документах датой ввода в эксплуатацию обозначалась 1 мая 1986 года. Но вследствие аварии на ЧАЭС, а позже проведенной эвакуации, кататься на колесе было некому. Во время ликвидации последствий в парке садились вертолеты. Туристам из Польши в 2017 году удалось запустить колесо обозрения. Видео собрало на видеохостинге YouTube 97 тысяч просмотров. На Курчатова, 4, рядом с музыкальной школой, расположился кинотеатр «Прометей», который тоже является одним из самых популярных мест Припяти. Здесь не только смотрели кино, но и посещали кафе, да и просто назначали встречи.
В 1980 году здесь проходила премьера фильма «Белое солнце пустыни», который стал культовым в советском кинематографе. В 1983 году здесь показывали фильм «Война и мир», снятый по роману Льва Толстого. Кинотеатр «Прометей» был построен в 1979 году и открыт в 1980 году. Он имел два зала, большой на 480 мест и малый на 100 мест. Памятник Прометею, который располагается у Чернобыльской АЭС, раньше находился здесь. Чтобы мародеры не сломали или не увезли памятник, было принято решение переместить его к атомной станции. Жители также говорят об экологической обстановке в Припяти до аварии. Здесь преобладали хвойные леса, а в реке Припять водились и водятся ценные виды рыб – судак, сом, сазан и щука. Рыбалка была одним из популярных видов отдыха припятчан. Отдых, если летом он был в основном вот на Припяти, то есть купались, загорали. Очень много было любителей рыбалки, мужчины вот рыбачили охотно. В лесах рядом с Припятью можно было найти различные грибы и ягоды, а в знаменитом Рыжем лесу раньше катались на лыжах. Там много ягод, кстати, было. Там были, причем такое сочетание необычное для меня. Там росли и северные ягоды, то есть там, например, чернику собирали, там даже клюква была. И в то же время вот эти ягоды уже как бы южные. Катались на лыжах в Рыжем лесу, который потом прозвали Рыжим. Припять развивалась не только как культурный, но и как промышленный город. В городе работали 4 предприятия с общим объемом производства 477 миллионов рублей. В настоящее время самым популярным промышленным объектом является завод «Юпитер». Он находится на окраине города, на улице Заводской, где был построен в 1980 году. Официально является филиалом киевского радиозавода «Маяк», где производились детали для радиоаппаратуры и магнитофона. По неподтвержденным данным, на Юпитере велось производство черных ящиков для самолетов и оборудования для КГБ. Во времена работы завода была тщательно настроена работа охранников, которые располагались по всему периметру. Завод был огорожен забором с колючей проволокой. После Чернобыльской катастрофы на заводе работала станция «Спецатом». Она занималась разработкой роботов для ликвидации последствий аварии и захоронения зараженных объектов. Также «Спецатом» занимался производством дозиметрических приборов. Проработал завод до 1996 года. Сейчас в подвале находятся всевозможные порошки, химикаты и сосуды с жидкостью, которые имеют высокий радиационный фон. В доаварийные времена для работников завода было построено специальное общежитие, которое располагается по адресу улица Леси Украинки, 46 и 46А. Общежитие состояло из 2 корпусов. В Припяти было несколько видов транспорта. Популярностью жителей пользовались теплоходы «Ракета». Такие теплоходы соединяли Припять с другими населенными пунктами, одним из которых был Киев. Для того, чтобы поехать куда-то из города, то это были ракеты, которые уходили, значит, от причала, собственно, там кафе у нас было, и причал, уходили в Киев можно было. Ракета – серия советских пассажирских речных судов на подводных крыльях, предназначенных для скоростных перевозок на пригородных и местных линиях протяженностью до 600 километров. Поскольку город был маленьким, автобусные маршруты были до Чернобыльской электростанции. Лишь впоследствии, когда город разросся, маршруты были продвинены вглубь города. Тут около центральной площади была остановка, утром приходили все на эти автобусы, садились, уезжали, вечером приезжали туда. То есть по городу какой-то транспорт, он очень был компактный, и необходимости такой не было. Через станцию Янов шли поезда, и электрички эти ходили, и в Белоруссию, а в Чернигов можно было. Вот мы в Чернигов ездили на этих электричках. Уже 38 лет здесь не звенит звонок, ученики не спешат на уроки, а непроверенные тетради так и остаются лежать на столах учителей. О образовательных учреждениях мы начнем говорить именно со школ.
В доаварийные времена школы в Припяти предоставляли детям качественное образование, обеспечивая возможность получить все необходимые знания и навыки для успешного будущего. Стоит отметить, что номер школы в Припяти соответствовал микрорайону, в котором она была расположена. В городе было несколько школ, включая среднюю школу номер 1, среднюю школу номер 2, номер 3, 4 и 5. В каждой из школ работали опытные педагоги, преподававшие типичные для СССР разнообразные предметы, от математики и физики до иностранных языков и искусства. Самая первая в Припяти была построена школа номер 1, которая сейчас популярна среди туристов в связи с частыми обрушениями. Самое удачное расположение у школы номер 3, которая находилась рядом с бассейном Лазурный. Популярностью у туристов пользуется школа номер 2. В ней сохранилось больше всего учебных предметов и школьного инвентаря. В школе также появились в киноработе советского режиссера Алексея Мороза «Мужчины есть мужчины». Сцену, где один из героев фильма выбивает мечом окно кабинета биологии, снимали в школе номер 3. Некоторые другие сцены были сняты в школах номер 2 и номер 4. Пашкевич! Ну почему всегда в кабинет биологии? Ты можешь хоть раз попасть в кабинет географии? Припятские школы были типичными школами Советского Союза. В каждой можно найти лозунги, плакаты, стенгазеты и прочие агитационные материалы из советской эпохи. Таким образом, в доаварийные времена школы в Припяти были символом качественного образования и развития детей. Они предлагали широкий спектр учебных предметов, клубов и секций, способствуя полноценному развитию учеников. Детских садов в Припяти было гораздо больше, чем школ, всего насчитывалось 15. Первого детского сада по неясным причинам в городе не было. Как говорят сталкеры, путешествовать по детским садам всегда грустно. Наряду с феноменом остановившегося времени почему-то возникают ассоциации с оборванным на мгновение детством. Именно детские сады ярче всего показывают ушедшее из города детство. Детские сады Припяти, помимо номеров, имели и названия. Здесь встречаются Чебурашка, Золотой ключик, Василек, Звездочка и многие другие. В садиках сохранились игрушки тех времен, знаменитые машинки, куклы. В некоторых детских садах даже остались продукты питания. Глядя на массив детских садов и школ и их внутреннее устройство, сразу становится понятно, почему Припять называли городом детства. Стало бросаться в глаза то, что в городе очень много детей. По сравнению с Ленинградом, в старых и больших городах детей же не видно, особенно на улицах. Они там в садиках, но вот на улицах, особенно в то время, особенно как-то, и сейчас так увидеть, чтобы дети прямо топали. А там вот просто видно было, что детей маленьких много, и уже садиков было довольно достаточно, хотя очень не хватало садиков. И очень много было женщин с колясками. – 26 апреля 1986 года. В эту ночь, похожую на все те, которые были до нее, все было спокойно и мирно. На небе сияли звезды, обмениваясь подмигиваниями. Детвора уже давно была дома и, завернувшись в теплое одеяло и уложив голову на цветастую подушку, слушала размеренное чтение своих любимых мам. В окнах припятских панелек выключались лампочки. Припять погружалась в долгожданный после рабочего дня сон, совершенно не предчувствуя надвигающейся беды. Это случилось где-то около 2 часов ночи, и к этому, а это с пятницы на субботу, люди, как правило, в пятницу там занимаются всякими уборками, все, ложатся попозже, и люди только легли спать и крепко уснули. И мы, например, не слышали никаких звуков. Вернее, мы привыкли к тому, что на электростанциях, если вы знаете или, может быть, слышали, очень часто сбрасывают пар, и это выглядит как такие взрывы. И люди привыкают к этим звукам и не реагируют на них. В ту ночь работники Чернобыльской атомной электростанции тестировали новый турбогенератор для 4-го энергоблока. И вдруг, в 1:24, на станции прогремел страшный взрыв. До сих пор авария на Чернобыльской атомной электростанции считается одной из крупнейших техногенных катастроф 20 века.
и крупнейший в истории атомной энергетики. В результате взрыва атомный реактор был полностью разрушен, что привело к выбросу огромного количества радиоактивных веществ в окружающую среду. Пострадавших могло быть гораздо больше, но благодаря профессионализму ликвидаторов последствий аварии ее масштаб удалось минимизировать. Нам удалось взять интервью у ликвидаторов последствий аварии, членов Омской региональной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль». Казанцев Алексей Вениаминович прибыл в Чернобыльскую зону отчуждения через 1,5 месяца после взрыва, 11 июня. Я самомечтан, но я служил в армии в то время, был срочником. Служил в Москве. Ну как служил? Бегал в сборной «Динамо», то есть я был спортсменом, поэтому был сборником. Рвануло, написал рапорт в Чернобыль. Ну, прежде чем написать, я немножко соврал. То есть я соврал, что я имею корочку стропольщика. Лыжники там не нужны, правильно, в Чернобыле. Я стропольщик, якобы. Он соврал немножко. Приехал я туда 11 июня. Вот, это через полтора месяца после взрыва. Работал кем? Стропольщиком. То есть я принимал грузы, зараженные со станции, возил на платформы, там повязывали и на материк. И уже принимал грузы свежие, чистенькие, для станции, техника различная, краны, стройматериалы, вагончики и так далее. Каркавин Владимир Михайлович, имея высшее медицинское образование, был отправлен в Чернобыль из Москвы в мае 1986 года. Сразу после аварии работа станции была остановлена. Шахту взорвавшегося реактора с горящим графитом засыпали с вертолетов смесью карбида бора, свинца и доломита. Мы приехали, я в Москве был на специализации по кардиоревматологии в госпитале Бурденко. Потом нас пригласили, значит, в актовый зал в гостинице. Там был главный радиолог страны, академик Велихов, и начальник Центрального военно-медицинского управления генерал-полковник Комаров. Провели короткий инструктаж. Мы в аэропорт Жуковского, на крыло и зеленый коридор до Киева. Мы там нас по зонам распределили. Я попал в Хойники, 30-километровая зона отселения. Вот. Дали мне, ну, собственно, не мне, а нам, всей нашей группе, по периметру распределили. Там были в Брагине точка лечебная, у меня Хойники. Сначала была поставлена задача вывести население, в первую очередь детей из 3 населенных пунктов. Мне дали деревня Избынь, село Партизанское и Великий Бор. На все про все давалось 2 суток. Люди из Припяти, как и из других населенных пунктов, которые находились в 30-километровой зоне отчуждения, были эвакуированы. Население Припяти, а это 47 500 человек, удалось вывести за 3 часа. Эвакуация населенных пунктов была грамотно спланирована и организована, что позволило в кратчайшие сроки вывести людей из опасной зоны. Ну, я вам скажу, организация была на высшем уровне, потому что председателем госкомиссии был Николай Иванович Рыжков. И все это было, ну, в общем, грамотно все было отработано, никаких задержек. Скажу, питание, одежда, все было по ростовке, потому что старое все утилизировалось. Уже к утру 26 апреля радиационный фон повысился в сотни раз выше нормы. Радиоактивные вещества распространились по улицам города. То, что город нужно эвакуировать, стало понятно уже к вечеру. Уровень радиации неуклонно рос. В школах мыли поверхности, не открывали окна, детям велели оставаться дома. На всех предприятиях сотрудникам выдали йодистый калий. Это было сделано для того, чтобы щитовидная железа не усваивала радиоактивный йод. Ну, йодистый калий давали, чтобы... Потому что йодистый калий, понимаете, это на щитовидной железе оседает йод-131. Период его полураспада 2 недели. Вот, йодистым калием блокирует, и он распадается, йод-131. Вот, стронций, например, он в костях, период полураспада 97 лет. Вот у нас часы, они останавливаются, механические часы. У меня вот именные часы чернобыльские, они останавливаются, потому что у меня в костях стронций. Он еще будет долго распадаться. Вот я ношу только электронные часы на батарейке. Эти идут нормально. Весь день 26 апреля в Припяти оставались жители. Но уже тогда было понятно, что с городом что-то не так. На улицах появились милиционеры, а из города не ходили автобусы и теплоходы. Дело все в том, что у нас там был рынок, на который приезжали по субботам, приезжало очень много машин, привозили и вещи, и продукты из Белоруссии.
И книги. У меня книголюбом муж большим был и остается. А он ходил обычно там книги посмотреть. Ну и заодно и какие-то вещи, продукты. Пораньше. Он пошел пораньше, пошел в 6 часов на рынок. Он вернулся и сказал, что вообще в городе что-то происходит. Потому что, во-первых, очень много милиции. И даже в нашем дворе стоит милиционер. Я, говорит, проходя, спросила, а что ты тут стоишь? Но он, говорит, мне ничего не ответил. У нас соседка, у нее родители там около Киева жили, она со своим сыном собралась уехать утром на ракете, и, в общем, не уехали они. Утром постучался сын ее, он был ровесник моего сына, им было 6, там, 7-й год, идет в гости в 6 часов утра. Я спрашиваю, ну, Женя, а чего так рано ты пришел в гости? Он говорит, да вот мы с мамой собирались уехать в Киев к бабушке с дедом там. Но дело все в том, что ракеты не плывут и автобусы не идут. И он говорит такую фразу. Говорят, что в городе шпионов ловят. Как-то это мне, конечно, я про шпионов думаю, ну, ребенок. А потом приходит его мама и говорит, что действительно вот мы не уехали, город закрыт, в общем, ни автобусы, ни ракеты не выпускают. По городу ходили слухи об аварии на электростанции. Они передавались от одних соседей к другим, но никакого подтверждения не получали. Я говорю, ну что за глупости? Я думаю, что это что-то в городе, значит, в городе какая-то грязь. То есть мы-то, поскольку работали на станции, мы насторожились, что что-то, значит, со станцией что-то не так. Уже поздним вечером люди массово шли на железнодорожную станцию Янов, откуда должен был отправиться поезд. Но уже где-то в 10 часов, но никаких сообщений не было. Где-то в 10 часов около нашего, у нас была крайняя улица, и около нас встали, значит, вот это нас тем более насторожило. Типа БТРов. Там сидели, значит, солдаты в такой серой форме. Мы потом поняли, что это были химические войска. Вот они постояли тут на нашей улице и ушли на станцию. Все, мы пытались звонить горисполком, нам там не отвечала. А вот еще ночью, этой же ночью, вдруг люди, поскольку я говорю, я не спала, я увидела, что пошли на станцию прямо толпы людей. Стали идти вместе с детьми, я даже знакомых увидела. Стали идти на железнодорожную станцию. А оттуда где-то часа в 4 уходила на Чернигов, уходила вот электричка. Утром 27 апреля в Припять со всей Киевской области направились автобусы общим количеством около 1000. Эвакуация началась в 14:00 по местному времени. В час в начале 2-го вот это нам выдали объявление, в котором звучало, что временно нас эвакуируют из города. И это слово «эвакуация», вообще говоря, прозвучало после войны впервые. Это потом уже там эвакуировали оттуда, отсюда. А вот это вот просто слово «эвакуация» это впервые прозвучало. Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Людям посоветовали взять с собой документы, необходимые вещи и продукты питания, сказав, что через 3 дня они смогут вернуться обратно в город. Также граждан попросили закрыть квартиры, перекрыть газовые и водопроводные краны, при этом сообщили, что квартиры будут охранять сотрудники милиции. Для обеспечения нормального функционирования города руководителями предприятий были определены люди, которые оставались в Припяти после эвакуации.
где-то около 2 часов стали подъезжать автобусы, прямо вот к подъездам стали подъезжать. Люди выходили, садились в эти автобусы. Мы долго выезжали, у нас заглох автобус, мы долго выезжали, потому что надо же внутри двора было выехать. Нас вывозили прямо через станцию, мы проехали. Увидели этот дымок, который курился. Оттуда там уже слегка чего-то там выходил, какой-то типа такой дымка. Мы прямо мимо станции проехали. Но люди в Припять не вернулись. Документы, касающиеся аварии на Чернобыльской АЭС, сразу же засекретили. Ликвидаторам из зоны аварии звонки запрещались. Нет, я из Хоников дозвонился там по разрешению высокопоставленных начальников, запрещены были телефонные разговоры. Там полковник Бедрак был, начальник нашей группы. Мы с ним пересекались в Бобруйске, я когда в Осиповиче служил, он тогда майором еще был, я возил к нему больных на консультации. Но он добился разрешения, чтобы я позвонил, но у меня жена была беременна, второй дочкой. Ну, как я туда уехал, да, месяц писал родителям. Они догадывались, что что-то не то. То, что до армии я писал заявление на Афган, вот мне, к сожалению, не взяли, то есть забраковали. И знаю, что я способен на такие дела. Ну, вот, когда пришло письмо из Киевской области, не Москва, родители поняли, что я где-то уже там. Они были к этому готовы. Вот, как-то так. Ну, пацан молодой, мне было 18 лет, 18,5 лет. Школьник больше, собственно говоря. Ну, тут, в общем-то, два рекордсмена сидят по Омской области. Алексей Вениаминович был самый длительный срок. И сам молодой. В первые дни после аварии был зафиксирован наиболее активный выброс радионуклидов в атмосферу. Несмотря на это, в Киеве прошли первомайские демонстрации с участием детей. Точно так же, как и в Минске, до которого расстояние от Припяти составляет 324 километра. В это время в Европе фиксируется повышение радиационного фона. В 7 утра 1 мая Управление по гидрометеорологическому контролю окружающей среды фиксирует превышение радиационного фона до 550 микрорентген в час, при том, что норма является до 20 микрорентген в час. С докладом генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев выступил 13 мая, через 17 дней после аварии. Советский Союз не был готов к катастрофе такого масштаба. На дозиметрах не хватало делений, чтобы определить, какую дозу радиации получил ликвидатор. Дело в том, что у нас стесняются ставить лучевую болезнь. В Японии это в порядке вещей после Хиросимы и Нагасаки. Она есть. Там и ставят лучевая болезнь 1, 2, 3. Мы по полевой терапии то же самое изучали. Только сейчас мы изучали, учебники были на основании Хиросимы и Нагасаки, сейчас все по Чернобылю весь мир изучает лучевую болезнь. У нас не ставят, у нас ставят. Мне, я не знаю, как Алексей Вениаминович, мне поставили. Энцефалия второй степени, энцефалопатия второй, третьей степени, обусловленная проникающей радиацией. А лучевой болезни у нас нет. То же самое. Почему? И вот смотрите, все страховые компании гоняются в Японии за теми, кто подвергся радиации во время бомбежки Хиросимы и Нагасаки. Мы же бегаем за страховой компанией. Я вот получил страховку, там 100 тысяч, что ли. И то только потому, что я работал в Союзе Чернобыль заместителем председателя. А Володя Денисенок, председатель, позвонил и сказал: наш полковник Аркавин уезжает, меняет место жительства. Только тогда мне ее выплатили. Представляете? А Хаммер, когда прилетел, свою аппаратуру привез из Японии, нам на щитовидку кинули, опа, а шкалы не хватает. Вот нас сразу и поменяли. Мы поменяли врачей гражданской обороны, сейчас это врачи МСС. Они первые приняли на себя удар. А нас поменяли уже из Академии Кирова. Припять, как и Чернобыльская зона отчуждения, оказала огромное влияние на общество в целом. И не только на тех, кто жил во времена аварии, но и на последующие поколения. Более того, зона привлекает к себе туристов, а те, кто не могут посетить ее, посвящают ей фильмы, игры и книги. Мы связались с разработчиком уникальной игры Project Pripyat Relived и задали ему несколько вопросов. Одним из них был вопрос, почему он посвятил себя созданию игры именно о Припяти, а не о чем-то другом.
Я был очарован Припятью до аварии, потому что по сравнению с другими советскими городами, Припять была очень уникальным городом. У них были супермаркеты с тележками для покупок, и население состояло в основном из молодежи. Что также заинтересовало меня, так это то, что это был совершенно новый город, построенный специально для ближайшей атомной электростанции. У города не было истории. Он был построен в течение нескольких лет на пустом травяном поле. Основной ее целью является симуляция жизни в Припяти до аварии. Таких игр еще не делал никто. Также разработчик ставит своей целью создание точных интерьеров, как улиц, так и внутреннего пространства зданий города. Я один из немногих людей, которые создали игру, посвященную Припяти до катастрофы, а не после нее. Все скорее сосредоточены на самой катастрофе, а не на обычной жизни жителей города до того, как произошла авария. Я сосредоточен на том факте, что все аутентично и по сути является машиной времени в прошлое. Я думаю, это ключевые факторы, которые делают мой проект уникальным. Также стоит отметить, что разработчик проектирует игру в одиночку. Сам создает интерьеры и разрабатывает текстуры. Этот процесс достаточно трудоемок и сложен. Я единственный, кто работает над этим проектом. Я много читал в интернете, искал фотографии Припяти до катастрофы и использовал географические данные, например, спутниковые снимки, чтобы воссоздать Чернобыльскую зону настолько точно, насколько это возможно. Но что касается атмосферы, я просто создал свое собственное небо, сделал его очень ярким и реалистичным, а также добавил несколько движущихся облаков и сделал траву яркой. Вот что создало атмосферу. Я выбрал счастливую и светлую атмосферу с ясным небом и хорошей погодой, чтобы изобразить Припять до катастрофы, как приятное место, каким она и была. Другим ярким примером игрового проекта, который был посвящен Припяти и зоне отчуждения в целом, является серия игры «Сталкер». Во многом именно она повлияла на формирование у современной молодежи желания отправиться в места, описанные в игре. Серия игр предлагает собственное видение развития жизни в Чернобыльской зоне отчуждения, характерной чертой которой является мистика и мутанты. В Припять с каждым годом рвется все больше и больше людей. Организаторы поездок в Чернобыльскую зону отчуждения своей основной задачей видят информирование людей о современном состоянии зоны отчуждения и просвещение относительно истории аварии на ЧАЭС, а также сопутствующих ей событий и радиоактивного загрязнения. Экскурсоводы воспринимают Припять как памятник человеческой трагедии и ошибки, которые нельзя допустить в будущем. Но почему людей манит в место, где произошла катастрофа, унесшая жизни тысячи людей? Почему люди, несмотря на риски, все равно отправляются в легальные и нелегальные походы по территории зон отчуждения? Мы вот в своей семье, когда мы обсуждали, и дети, и мы пришли к мысли, что мы не хотим ехать, мы не хотим его видеть мертвым. Как-то это очень полезно. Вот, казалось бы, мы и жили там, в общем-то, поскольку мы временно там жили, то уже не так мы были вроде бы как бы и привязаны. Но когда ты сам уезжаешь, вот осмысленно так все выезжаешь, это один вопрос. А когда вот так, как мы уехали, и поняли, что город уже, в общем, мы никогда не вернемся, это очень болезненно. Это все. И до сих пор это какая-то болезненность остается. И мы как-то вот среди своей семьи обсудили и решили, что мы туда не хотим ехать, посмотреть, потому что вот хотим его, чтобы в памяти остался он живой. Глупая затея. Уровень радиации там до сих пор зашкаливает. У нас сейчас наши филантропы. У меня слов нет, понимаете? Толстосум организовывает поездки туда платные. Но только идиот может согласиться на эту поездку. Но интерес, конечно, дураков велик. Туда им и дорога. Они там нахватаются, как кошки блох, те, кто поедет туда на экскурсию. Платная экскурсия – это кощунство. Я считаю, это преступление. Припять, бесспорно, влюбляет в себя людей с первого взгляда. Достаточно просто прочитать статью или посмотреть видеоролик. Желания подкрепляют различные популярные игры и сериалы. Например, копия игры «Сталкер», о которой мы говорили ранее, было выпущено более 15 миллионов по всему миру, а не менее популярный сериал «Чернобыль. Зона отчуждения» производства Cinelab Production за первую неделю проката на ТНТ собрал более 6 миллионов просмотров телезрителей.
Безусловно, именно такие проекты усиливают желание молодого поколения отправиться в зону отчуждения. Людей манит атмосфера постапокалипсиса, которая очень ярко выражена в городе. Здесь нет людей, пустые дома, пустые улицы, безжизненный город. Особенностью является и то, что события произошли совсем недавно. Этим отличается Припять от других мест на нашей планете. Для многих тех, кто тоскует по СССР, Припять служит порталом в то время. Многие хотели бы вернуться назад, в эпоху счастливого и беззаботного детства. Это неоспоримый факт. А город-призрак навсегда остался в 1986 году. Еще одной причиной романтизации Чернобыльской зоны отчуждения как раз является феномен остановившегося времени. В большинстве зданий города еще можно найти предметы ушедшей эпохи. Припять – это огромный музей СССР под открытым небом. Ни один музей Советского Союза не заменит эмоции, которые можно получить в Припяти. Более того, Припять совсем не похожа на ваш город. Это город тишины. Здесь нет шума людей и машин, а только ветер, гуляющий между домов. Но есть в городе и что-то еще. Люди, которые посещали Припять после аварии, говорили, что в городе испытываешь чувство, будто ты здесь не один. Просто кто-то спрятался в одной из квартир города и ждет тебя. Что жизнь в Припяти есть, ее просто нужно найти. Но многие связывают это с непривычностью видеть город пустым. Поэтому человеческий мозг убеждает тебя в том, что в городе все еще есть люди. Эти факторы являются своеобразным магнитом, который притягивает в Припять. Люди, которые ездят туда, там, интересно, наверное, посмотреть на город, который вот он лесом зарастает. Это, конечно, что-то фантастическое. Но еще и надо думать о том, что мы не должны уничтожать то, в чем мы живем, да еще и собственными руками. Иначе мы же свою жизнь таким образом уничтожаем. Что же такое Припять? Каждый ответит на этот вопрос по-своему. Для кого-то это место силы, для кого-то дом, кому-то Припять заменяет семью. Но все сходятся в одном, что Припять – это место, которое показывает силу человека и человеческого духа. Мы должны помнить подвиг каждого, кто отдал свою жизнь, чтобы минимизировать последствия аварии. Припять – это уникальный памятник, страница из человеческой истории. И вот, когда заканчиваются последние кадры нашего фильма о Припяти, мы ощущаем смешанные чувства грусти и надежды. Память о забытом городе останется с нами навсегда, напоминая о том, как важно беречь свой дом и ценить каждый момент жизни. Пусть Припять станет символом настойчивости и выживания, напоминанием о том, что даже в самые тяжелые времена можно найти силы и продолжать двигаться вперед. И пусть эта история останется предостережением для всех нас, чтобы мы не повторяли ошибок прошлого и стремились к лучшему в будущем. Пусть каждый из нас возьмет с собой уроки Припяти и применит их в своей жизни, чтобы создать мир и благополучие для всех. До скорых встреч, дорогие друзья!